треугольной пирамиде САБЦ ребро СА перпендикулярно плоскости АБЦ. Угол СЦБ прямой, БЦ равно корню из 5, а С корню из 7. Последовательность точек ОН строится следующим образом. Точка О1, центр сферы, описана около пирамиды САБЦ. И для каждого натурального n не меньше 2, точка ОН — это центр сферы, описана около пирамиды ОН-1 АБЦ. Какую длину должно иметь ребро СА, чтобы множество ОН состояло ровно из двух различных точек? Вот это я понимаю, красивая задача. Трудней с теометрией на ютубе я не встречал. Однако мне кажется, вы с ней справитесь. У вас есть полминуты, чтобы кликнуть паузу и блеснуть умом. А пока что скажу, что в 34-м видео есть достойная задача по нашей теме. Ну и конечно, классная стереометрия бывает на экзаменах в МГУ. 103 и 104 ролики в помощь, ссылочки оставлю в описании. И напоследок легкий шантаж. Если это видео наберет 350 добрых античных жестов, мы продолжим разбор убойных задач. В комментарии в этот раз подкиньте конкретные условия, интересующие лично вас задачи, и может быть именно ее мы разберем в следующем видео. Ну а сейчас пора бы взяться за дело. Поехали! Вот наша пирамида, вершиной будем считать точку S. А вот что нам дано. Во-первых, угол СЦБ прямой. Во-вторых, мы знаем длины ЦБ и АС. Наконец, ребро СА служит высотой пирамиды. Начнем с простого. Есть наклонная СЦ, есть перпендикуляр СА. То есть АС — это проекция наклонной СЦ на плоскость основания. И если уж наклонная перпендикулярна к БС, то ее проекция будет по 90 к БС. То есть каким у нас является треугольник АЦБ? Правильно, прямоугольным. Значит, длина гипотенузы АБ равна 2 корням из 3. Отлично, теперь продемонстрируем сферу наших знаний, описанной около пирамиды САБЦ. Где находится ее центр? Понятия не имеем. Но он точно равноудален от всех вершин пирамиды. Давайте начнем с малого. Найдем хотя бы одну точку равноудаленно от вершин А, Б и С. Это прямоугольный треугольник, и центр описанной окружности подходит как нельзя лучше. Я сейчас говорю о середине гипотенузы АБ. Ладно, с этим понятно. А вот как устроено геометрическое место всех точек равноудаленных от А, Б и С? Все эти точки находятся на прямой, проходящей через середину АБ, перпендикулярно к плоскости АБЦ. И чтобы мне потом не говорили, вот, непонятно, объясняю все как в 7 классе. Берем какую-нибудь точку М на прямой и получаем, что треугольники MHA, MHB и MHC равны, ибо равны отрезки AH, BH, CH, сторона MH общая, да и углы тут всюду прямые. Итак, треугольники равны, а значит равны все их соответствующие элементы, в частности отрезки MA, MC и MB, где M произвольная точка на прямой L. Притом, обратите внимание, никакая точка вне прямой L таким свойством обладать не будет, треугольники там разные получатся. Ладно, с этим кажется ясно, мы сумели удалиться на одно и то же расстояние от точек А, Б и С, но нужно точно такую же дистанцию держать от вершины S. И тут я к вам подхожу и по-доброму спрашиваю: где центр сферы, Лебовский, где центр? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно найти такую точку на прямой L, которая была бы равноудалена от S и A. Так, ребята, каким у нас является треугольник САБ? Правильно, он прямоугольный. А это значит что? Что точка О1 из условия задачи находится на середине гипотенузы БС. Именно тут проживает центр сферы, описанный около пирамиды САБЦ. Так, хорошо, а что там происходит дальше? Беру пирамиду О1 АБЦ и вновь описываю сферу уже около нее. Центр этой сферы вновь окажется где-то на прямой L. Например, вот здесь вот поставим точку О2, кислород, так сказать. Она равноудалена от всех вершин пирамиды О1 АБЦ. Обратите внимание, это уже вторая точка множества ОН, и меньше двух здесь быть никак не может. Поэтому, когда мы описываем сферу около пирамиды О2 АБЦ, мы попадаем в некое третье и нарушаем тем самым правила игры, потому что различных точек должно быть ровно 2. Стало быть, на этом шаге мы обязаны как-то вернуться в точку О1. Ага, и как же это сделать? Есть хоть какие-нибудь идеи на этот счет? Если вдруг нет, не расстраивайтесь. Возможно, вы житель двумерного пространства, и все станет ясно в плоскости САБ. Смотрим. В этой замечательнейшей плоскости есть прямая L, точки которой равноудалены от А, Б и С. Именно поэтому С даже рисовать не будем, с ней все в порядке. Описали окружность около треугольника САБ, получили точку О1. Описали окружность около треугольника О1АБ, получили точку О2. Описали, наконец, окружность около треугольника О2АБ, получили точку О3, озон, так сказать. И мы с вами договорились, что точки О3 и О1 должны совпасть. Итак, при построении третьей окружности мы имеем равенство длин отрезков АО2, БО2 и О1О2. А строя вторую окружность, мы соблюдаем равенство длин отрезков АО1, БО1 и
и О1, О2. То есть этот отрезок и там, и сям получается. А что это значит? Это значит, что четырехугольник А1, О1, Б, О2 является ромбом. Мало того, его диагональ О1, О2 совпадает со стороной. Ну что ж, теперь, когда мы поняли условия задачи, ее решение не займет более полуминуты. Отрезок AH равен корню из 3. Величину SA хотим найти, пусть будет x. Длина отрезка O1H вдвое меньше искомой величины. Треугольник AO1, O2 является правильным, его уголочек равен 60 градусам. Значит, угол O1AH равен 30 градусам. Ну а дальше кастуем вот какое заклинание. Тангенс уголочка O1AH равно O1H точечки AH. Подставляем все, что мы знаем. Тангенс 30 это корень из 3 на 3, если что. И благополучно находим x. Вот так вот мы и справились с задачей. X равен, кто бы мог подумать, 2. В общем, двоечку пишем в ответ. Вам за просмотр 5. Ну а кто хочет 5 плюсов, подпишитесь на канал, будем заниматься математикой.